Любопытное развитие получила история поездок Фицо с удивительным физио своим рукопожатиями Владимира Путина. Об этом сообщает нам Рядовка. Словакия рискует лишиться финансирования ЕС из-за поездки Фицо в Россию. Вот стоит Фицо, потерял он вроде бы свое лицо, иронично замечаю я со своей стороны, но я также со своей стороны напомню, что он пытается все время этому придавать какой-то образ, он уже высказывался, что он приходит в туалет, почему-то именно в туалет, там в туалете его поджидают другие какие-то довольно высокопоставленные чиновники и прям начинают его всего там в этом туалете с ним делать страшные вещи, задавать ему ужасные вопросы, как он поговорил с Путиным. Я просто не понимаю, почему именно как, а не пук. Извините, я вспомнил старый анекдот. Но почему именно в туалете это надо делать? Вот это у меня вызвало вопросы в прошлой новости. Роберт Фицо воздержался от посещения Парада Победы. Именно, ну вот он все время сдерживается, чтобы потом прийти в туалет, и уже хорошенько. Именно из-за опасений потерять дотации со стороны ЕС и растущего давления на Братиславу, пишет Евроактив. Визит в российскую столицу якобы не мог быть попыткой отвлечь внимание от острых внутренних проблем страны. Решение премьера прибыть в Москву 9 мая подверглось резкой критике со стороны европейских коллег. Да как же так? Ну это они внешне, а в туалет зайдут и там все совсем другие звуки. Ну если верить Фицо. Включая канцлера Германии Фридриха Мерца. По его словам, премьера Словакии ждет разговор. Фицо подчеркнул, что его визит – это прежде всего проявление уважения к жертвам Второй мировой войны. Он говорит, я их уважаю. Пришел, посмотрел на Красную площадь, там идут японская армия, которая эти самые жертвы создала. И, наверное, он был в восторге, я так думаю. Там корейская шла, ну какая разница, тогда не было Кореи, это была провинция Японии. И они маршируют. Им осталось только форму одеть еще тех времен для красоты, так сказать, парада. Это феноменально. Ну, я просто к чему? К тому, что вот это оправдание, оно как-то меркнет на фоне корейских легионов. Во время, еще раз, я не говорю про сегодняшнюю страну, про то, что там, я не знаю, про ранее, про 10-й год, мне так пишут иногда любители защитить, про половцев там начинают вспоминать, как обычно. Ну, они же там все начались, товарищи наши нынешние. Вот, так что мне это без разницы. Это провинция, которая прекрасно вступала и героически служила, пытаясь уничтожить евреев и Советский Союз, образно выражаясь. Ну, то есть это были два брата-акробата Второй мировой войны, Германия гитлеровская и Япония. Давайте вот этого не забывайте. Именно армия, которая из провинции Японии, чуть ли не единственная массово. И очень много вопросов, почему у них хромированные автоматы. То есть какие-то они отхромированные, там, их отхромировали хорошенько по дороге. Ну, во-первых, в конце войны Японию очень хорошо отхромировали. Возможно, это с этим как-то связано, такой образ отхромированности. И вот они хромали по Красной площади отхромированные. Во время подготовки поездки Эстония, Латвия и Литва отказались предоставить воздушный коридор, мешали ему долететь. Я думаю, что у него с выражением лица на фотографии. Он там, во-первых, в туалет давно не ходил, чтобы поговорить с коллегами, а во-вторых, видимо, еще и коридоры у него длинные получились. Маршрут был согласован через другие страны региона. В ходе визита Фицо встретился с Владимиром Путиным в Кремле. Такая новость, друзья мои, не знаю, большая радость, наверное. Если радость, то сидите и радуйтесь, потому что он наконец встретился. Ему еще обратно по коридору искать. Заблудитесь скоро в этих коридорах, я не знаю, мне за Фицо как-то даже обидно немного.